Добрый день, добрый вечер. С вами Вивьена, и сегодня мы будем смотреть на чечевицы. Арабское гадание очень верное, очень правильное. Давно мы с вами не смотрели. Арабское гадание на чечевицы. Будем смотреть и на чечевицы, потом мы, конечно, проверим на знаках. Вам срочное письмо. Узнай, от кого оно. И мы посмотрим, от кого будет послание, сообщение. Это арабское предсказание. Смотрится обязательно, так же, как и на песке, смотрится обязательно. Должно быть перышко. Оно заклято специальными заговорами. И мы начинаем. Вам срочно будет сообщение, письмо. Это может быть через интернет, это может быть через кого-то, письмо по почте. В любой конфигурации, любое сообщение. Это будет вам письмо. Письмо. От кого будет письмо? Письмо будет от человека, который на данный момент человек этот, вообще, то есть письмо будет от того, как изолировано, понимаете? Это может быть, конечно, и муниципальное какое-то письмо, потому что здесь закрытое, человек в каком-то закрытом пространстве или помещении, или от кого это будет. То есть это может быть какое-то здание, муниципалитет какое-то. Но это может от человека быть, который находится, знаете, в комнате, вот, кабинет, комната или еще что-то. Он не один, там еще кто-то есть. Давайте смотреть, от кого будет сообщение. Да, вот все время говорят изоляция, то есть закрытое что-то. Не все туда могут войти или как-то вот закрывается. Что здесь говорится? От кого будет такое сообщение? Так, давайте смотреть. Сейчас на чечевиц. Вот оно. Сообщение будет. Оно связано... Знаете, оно связано с вашим домом, с вашей семьей. Смотрите, что через сколько времени. Во-первых, идет лагус. Ну, давайте так. То есть это сообщение связано с вашей семьей. Вот тут дерево. С вашей семьей, с вашим родом. То есть то, что касается вас, вас чего-то лично, именно по крови. Здесь идет действительно какой-то человек, какой-то формы или что-то такое, прям вот знаете, и ему в этой форме тяжело. Ему в этой форме тяжело, вот какая-то тяжелая как будто форма. Ну что-то такое тяжело. Может быть, человеку не нравится, какую форму он носит. Например, налоговый инспектор. Не всем нравится. Но я просто говорю, что откуда-то будет вот такое письмо, и оно касается вас. Открой от кого. Это очень судьбоносное будет извещение, сообщение. Знаете, как-то вот вы долго ждали, оно долгожданное, потому что долго-долго или шло, или что-то еще, может быть, где-то потерялось, или долго шло человек там, или кто-то хотел писать и никак не написал, как черепаха двигалась, но это судьбоносное, видите, какой треугольник получился. И узнаем еще от кого, то есть я вижу, что сообщений будет два, вот одно какое-то касается каких-то государственных, может, структур, а второе именно от человека. И человек или в форме какой-то, или одежда на нем, как-то тяжело ему в этих одеждах. Давайте еще посмотрим, что это будет за сообщение. Что это будет за сообщение, за письмо? Ух ты, мух ты, да. Человек как будто, вот знаете, от какого-то человека какое-то противоборство. Я сказала, что два каких-то сообщения. Вот письмо в каком-то противоборстве. Вот как будто или дерется с кем-то. Вот такое прям. Тут вот прям вышло, как два человека, как на арене. Как борцы борются друг против друга. Это может быть сообщение, я вам сказала, одно сообщение может у кого-то муниципального характера быть, то есть у юридического. И откуда-то может быть такое, что будут ваши оппоненты или ваши конкуренты. Ну, откуда-то или ваш адвокат, или еще что-то с решением. И здесь будет именно об этом. А второе, если это личного характера, то напишет человек, который
который к вам не просто так. Может быть, у вас было какое-то противостояние, но здесь человек именно это. Что он хочет написать? Давайте посмотрим вот это. Что он хочет написать? У человека очень много вопросов к вам, у человека очень много вопросов к себе. Ему нужно обязательно вот это, которое про личного характера. Я не говорю любовного, личного. Что он очень хочет? Он в этом письме задаст вам какие-то многие вопросы, письмо, извещение, интернет, сообщение в любой форме, я уже вам сказала. У него очень много вопросов. Он хочет, чтобы и вы ответили на эти вопросы, потому что у него какая-то информация, дезинформация. Давайте посмотрим, что за человек. Я уже сказала, например, человек, который хотел бы, да, у него есть какие-то привязки к вам, может быть, и любовного характера. То есть человек, который хотел бы, чувствует он что-то к вам, как свет, как притягивается к вам. Вот такой человек. Еще мы посмотрим на знак МХ и подтвердим. Сообщение может прийти через цифру 13 или цифру 10. И бабочка, да, сообщение будет очень интересное. Принимаю, приобретаю. Радости, души и счастья желаю. Все мои контакты в профиле в описании. Плюсики, сердечки, пальчики вверх. И не забывайте про энергообмен. Пока-пока. С вами Вивьена, и мы продолжаем смотреть. Вам срочно письмо. Узнаем от кого. Откроем и узнаем. Мы посмотрели на арабской чечевице, на красной арабской чечевице. Очень точное арабское предсказание. Сейчас мы будем смотреть на знаках. А знаки это есть карты. Вивьена ясновидящая. Я работаю по потоку через информационное поле. Когда спрашивают, ой, вы так точно прям сказали, вы так странно гадаете, я не гадаю. У меня действительно, я подключаюсь и смотрю. Ну, давайте смотреть. Какое срочное письмо? Срочное письмо. Что это? Это может быть письмо, это может быть через интернет, это может сообщение в любой форме. Это вы можете увидеть, например, какой-то плакат на улице, это будет вам сообщение, четкое сообщение от кого-то. Вам письмо срочное от человека, который является или вашим другом, или он вас считает другом и очень честным человеком. Что за письмо? Письмо придет действительно к вам в дом и касается вас и вашей семьи. Что за письмо? Письмо, которое даст какую-то надежду. Письмо, так, там я сказала, что 2. Да, ну тут выходит, что письмо от человека, который к вам неровно дышит. Это может быть человек, который вас любит. Это может быть человек, который просто к вам очень хорошо относится, и сердце его расположено к вам. Знаете, почему-то он считает, что вы очень открытый человек. О чем это будет письмо? Письмо будет о том, что о каком-то быте, о семье. Вопросы будут там такие, что касаются вашего дома, семьи. Я тогда говорила, что вот по чечевице, что 2, может быть, сообщения. Одно личное, другое, а другое вот такое казенное. И вот если это казенное, то это касается каких-то вопросов вашего жилья, ваших, ну что-то такое вот вас касается из каких-то органов. И у кого-то это будет действительно касаться денег. Что в письме? В письме действительно письмо от человека, вот в 2 конфигурациях. И тут есть конкурент какой-то, ваш враг или хитрец. Будьте осторожны. Больше похоже, что это женщина. Да. Письмо. Это письмо могут перехватить. Его могут убрать, уничтожить. Ну, например, стереть из сообщений. И это есть какой-то враг. Или если это вот государственное, такое казенное, то есть какой-то враг, который мешается. Это какой-то конкурент, враг. Так, давайте смотреть еще. Что за письмо? Письмо, которое, оно очень много чего-то вам даст хорошего, но в то же время вы будете очень нервничать. Почему нервничать? Потому что, вот знаете, как будто что-то
вот вроде как устаканилось или что-то еще, и началось опять, опять, опять. Что за письмо? Да, письмо действительно касается вашего рода, вашего. У кого-то здоровье может быть, но это в редких случаях. То есть придет письмо с какими-то там, ну, может, диагнозами, может, еще что-то, сообщениями. Но больше это касается именно вас, вашего рода, вас, вашего личного что-то. И знаете, это письмо поможет вам вымести вот этих врагов и кого-то еще из вашего окружения. Тфи на них, тфи, тфи. Научитесь вот так вот не злиться на врагов или тех, кто вам мешает, а просто тфи на тебя, тфи, про себя вот так вот. Как вот вы говорите, тфи, тфи. Это очень хороший метод, который очень хорошо помогает. Да, а враги, которые есть, не дремлют, они могут воспользоваться и такими не очень чистыми методами. Или магическими, или не очень чистыми. Хитрые, там лиса вышла, очень хитрые. Что за письмо? Но письмо, вот знаете, вероятность того, что вы победите, помните, как я вас учила? Всегда, когда вы чего-то хотите, говорите, я всегда и во всем выигрываю. Вот перед тем, что ты делаете, и говорит, я всегда и во всем выигрываю. И что это письмо? Да, это письмо даст все-таки, вот вероятность победы в этом письме, да, за вами. Да будет так. Да будет так. Принимаю, приобретаю. Да будет так.